История Османской империи. Часть 3. Фатих. Мехмеда II после захвата Константинополя прозвали Фатихом, что означает «завоеватель». Но одним Константинополем Мехмед не ограничился и продолжил свои завоевания. Вся Европа трепетала перед мощью Османской империи. При османах Константинополь, который в поздневизантийский период находился в упадке, стал самым процветающим городом мира. В нем бурлила торговля, развивались ремесла, строились красивые здания, население стремительно увеличивалось. Первой мечетью в городе стала Айя Софья, бывший православный собор Святой Софии. Османы отреставрировали его, достроили минареты, бережно закрасили все фрески толстым слоем штукатурки, тем самым сохранив их на долгие века. Мехмед совершил все мечети намаз уже на следующий день после захвата города. Еще одной достопримечательностью того периода стал Гран-базар, построенный на базе византийских рынков. В свое время это был крупнейший центр мировой торговли. Что здесь только не продавалось: пряности, ковры, шелка, женщины и прочие товары. Собственная работорговля была едва ли не основой турецкой экономики. Рабы служили в армии и госаппарате. Рабы заполняли гаремы. Что уж там говорить, большинство султанов было рождено рабынями. С падением Константинополя все, что осталось от некогда могущественной Византийской империи, это два маленьких осколка – Морейский деспотат и Трапезунская империя. Но вскоре они также падут под ударами османов. Друзья, а прежде чем продолжить просмотр ролика, хочу попросить вас подписаться на мой канал. Вам не сложно, а мне будет безумно приятно. Бытует легенда, что после завоевания Константинополя ряд православных богословов обратились лично к Мехмеду с предложением объединить ислам и христианство, создав новую синкретическую веру, которая носила бы, к примеру, название османизм. Но несмотря на все сходства между этими религиями, их общее происхождение и примерно одинаковую суть, Мехмед отказался от подобной ереси и предпочел не нарушать вселенское равновесие. Мехмед был умным и дальновидным правителем, понимая, что без опоры на православное византийское население не создать великой державы. Посему на территории империи для христиан и иудеев была объявлена свобода вероисповедания. Было запрещено обращение церквей в мечети, за исключением уже обращенных. Христианское население называлось зимми. И несмотря на ряд ограничений, в Турции им жилось весьма вольготно, благодаря чему многие православные предпочитали быть под властью турок и сохранить свою религию, чем попасть в лапы католиков, которые не терпели еретиков. В 1454 году по инициативе султана по всем канонам православия был избран новый патриарх Геннадий II. С тех пор Константинопольский патриархат служил интересам османского государства. На следующий год Мехмед вторгается в Сербию, до этого бывший данником османов. Он захватывает Ново-Бордо и принуждает сербского деспота Юрия Бранковича передать ему южную часть страны, после чего Мехмед отправился в поход на Афинское герцогство, последний осколок Латинской империи. По пути он захватил генуэзскую крепость Энес, близ Галлиполи. Афинское герцогство быстро пало, однако его столица Афины была взята только после 2 лет осады. После чего Мехмед повернул свою экспансию на север. Данью было обложено Молдавское княжество, где правил слабый господарь Петр Аарон. В этом же году Мехмед пошел войной на Венгерское королевство и осадил важнейшую крепость Белград, которая была ключом в Венгрию. Венгерский правитель Янош Хуньяди заранее подготовился к обороне. Он укрепил цитадель в Белграде и начал мобилизацию. Помимо венгерских рыцарей, к нему на помощь пришли крестоносцы из Европы, которых возглавил папский легат Иоанн Капистран. Вникая проповедям Иоанна, под его знамена собрались тысячи воинов со всей Европы. С большим войском Капистран выступил на помощь венграм в крестовый поход. Кстати, друзья, про крестовые походы у меня на канале есть целая серия подробнейших роликов, рекомендую посмотреть. Объединенное венгеро-крестовое войско, подойдя к Белграду, сразилось с турками и обратило их в бегство. Самого Мехмеда ранили стрелой в бою. Это поражение стало крупнейшим в карьере молодого султана. Победа крестоносцев отсрочила падение Венгерского королевства на 70 лет. Впрочем, лидерам крестового похода Яношу и Иоанну также не повезло. После битвы в их армии разразилась эпидемия чумы, которая сразила обоих.
Воспользовавшись ситуацией, из Венгрии в Валахию вернулся граф Дракула, собравший армию из добровольцев. Он сместил турецкого ставленника и захватил власть в стране, после чего прекратил выплату дани туркам. Свое второе правление он начал с казни 1000 бояр, чем нажил себе немало врагов внутри страны. Благодаря этим казням Дракула прославился на весь мир, ведь казнил он людей, сажая на кол, и никак иначе. В 1457 году Дракула отправил свою армию в соседнюю Молдову, где помог утвердиться на троне Стефану III, который также отказался платить дань туркам. Мехмед, дабы укрепить свою западную границу, заключил соглашение с Сербией, которой передавались ряд земель, ранее у нее отнятых, взамен на вассальную покорность. На следующий год Мехмед вторгается в Марию и захватывает Каринф. Мария упорно сопротивлялась, и на ее завоевание ушло 2 года. В 1459 году началась аннексия вассальной Сербии. Османские войска захватили ее столицу, Смедерево, и Сербия на целых 4 века вошла в состав Турции. А в 1460 году Мехмед окончательно покорил Эпир, захватив его столицу Ангелокастрон. А с падением Мистры, столицы Марии, почти весь Пелопоннес был захвачен османами. Следующий свой поход Мехмед совершил в Анатолию. Он прошелся по Черноморскому побережью и захватил все, что ему еще не принадлежало. Была завоевана генуэзская крепость Амасра, был присоединен вассальный бейлик Джандар, и последней его остановкой был Трапезунд. После непродолжительной осады город был захвачен, и Трапезундская империя пала. В 1462 году Мехмед решил разобраться с непокорной Валахией, ибо посланная им ранее для сбора дани 20-тысячная армия Хамзы-Бея была полностью уничтожена Дракулой, который посадил на кол всех пленных. Собрав 150 тысяч солдат, Мехмед вторгся в Валахию. Вместе с ним в поход отправился и брат Дракулы, Раду, который находился в сладком плену Мехмеда. Мехмед и Раду плотно дружили и были не разлей вода. Мехмед ласково называл его Гюзель, что означает «красивая». А тем временем Дракула, применяя тактику выжженной земли и изматывая противника мелкими стычками, отступал вглубь страны. Когда турецкая армия подошла к Торговиште, столице Валахии, перед ними открылось ужасающее зрелище. Вокруг города стояли 1000 колов с насаженными на них турками. Вокруг стояло зловоние и невыносимый смрад. Пройти через такое заграждение турки не смогли и отступили от города, став лагерем неподалеку. Раду Красивого Мехмед отправил на переговоры с оппозицией Дракулы, дабы поднять против него восстание. Ближайшей же ночью Дракула предпринял ночную атаку на лагерь турок. Целью всего покушения был сам султан. Добраться до его шатра валахам не удалось, но урон они нанесли серьезный. После серии небольших сражений Дракула все же отступил из Валахии в Венгрию, где его радушно приняли и посадили на 12 лет в тюрьму. Трон Валахии занял Раду Красивый. Валахия стала османским вассалом. Продолжая искоренять генуэзцев со своих берегов, Мехмед в этом же году захватил загадочный остров Лесбос. Именно здесь, за 2000 лет до этого, жила древнегреческая философиня Сапфо, придумавшая лесбийскую любовь. В 1463 году была покорена Босния. Это завоевание столкнуло османов с Венецией, которая в те годы была грозным противником. Крупная военно-морская держава, флот которой бороздил все Средиземное море. Венеция владела рядом опорных пунктов на Балканах и множеством островов в Эгейском море. Контролируя торговые потоки, венецианцы получали колоссальную прибыль и могли содержать сильную армию и флот. Турецкая экспансия затрагивала интересы Венеции в этом регионе, и в 1463 году началась очередная турецко-венецианская война. Поводом для войны формально послужил отказ Венеции выдать беглого раба из Афин. А в ответ османы начали нападать на венецианские форпосты. Папа Римский Пий II, как и полагается, объявил новый крестовый поход против османов. Союзником венецианцев стала Венгрия, которая на собственной шкуре испытала османскую угрозу, и Албания, которая вела борьбу за независимость против турок. Помимо прочих, венецианцы вели переговоры с тюркскими государствами Караман и Аккоюнлу о совместных действиях против османов. Началось масштабное вторжение в османские земли. Папа Римский стал собирать крестовую армию в Италии. Венецианцы высадили десант в Марии, заняв Каринфский перешейк и восстановив Гексамиллион,
стены его пересекающие, после чего осадили Каринф. С севера венгры наступали на османскую Боснию и захватили город Яйцы. Албанский герой Скандербек разорвал мир с османами и совершил ряд набегов на их территорию. На востоке, в Бейлике Караман, началась гражданская война между сыновьями Ибрагим-бея, и сей Бейлик перестал быть вассалом османов. В 1464 году Папа Римский прибыл в Анкону, где должны были собраться крестовые войска. Однако на его призыв никто не откликнулся. Слабый здоровьем Пий II, опечаленный сей новостью, скончался. С его смертью крестовый поход закончился, не успев начаться. В 1466 году Мехмед осадил столицу Албании, Крую, и построил крепость Эльбасан для контроля албанских земель. А венецианский адмирал Витторио Капелло, нанеся ряд поражений османам, захватил острова на севере Эгейского моря, после чего высадился в Афинах, разграбил город, но крепость захватить не смог. После отступил в Патры, где его достиг Амирбей и отбросил венецианцев в море. В Албании Скандербек снял осаду с Круи, османам пришлось вернуться и снова осадить Крую. Это могло бы продолжаться бесконечно, но в 1468 году Скандербега сразила чума. После его смерти албанское сопротивление стало угасать. Тем не менее, албанцы еще десятилетия партизанили против османов. Пока на Балканах стояло относительное затишье, Мехмед решил разобраться с Караманом и под предлогом нарушения вассальной клятвы вторгся в сей Бейлик и захватил Конью, посадив здесь своего сына Мустафу. А тем временем на западе герцогство Святого Саввы в 1469 году стало османским вассалом. А на следующий год Мехмед захватил венецианский остров Эвбея. Правитель Карамана, Пир Ахмед, вместе с братьями, пытаясь отомстить за Конью, разграбил Ангару. И понимая, что ему в одиночку не выстоять против османов, он призвал на помощь правителя тюркского государства Ак-Коюнлу Узун-Хасана, который прислал в Караман свою армию, возглавляемую его племянником Юсуфча Мирзой. Отряды Карамана, соединившись с армией Ак-Коюнлу, разорили Восточную Анатолию. Союзники сожгли дотла город Токат и вырезали всех его жителей. Далее захватили Кайсери, после чего подошли к Кони и осадили ее. Мехмед поручил своему сыну, Шахзаде Мустафе, разобраться с этим вторжением. Мустафа снял осаду с Кони и в битве при Бей-Шихире разбил захватчиков, пленив Юсуфча Мирзу. А тем временем в Влахию вторгся молдавский господарь Стефан Великий и прогнал Раду Красивого, лучшего друга Мехмеда. На некоторое время Влахия перестала быть османским вассалом. Однако Бессараб Старый, которого Стефан посадил на валашский трон, вскоре переметнулся на сторону турок. И в целом, спустя несколько лет, Влахия основательно стал турецким вассалом. В 1473 году Венеция запланировала совместно с Ак-Коюнлу и Караманом атаку на Анатолию. Узун-Хасан лично возглавил армию и вторгся в османские владения. Венецианцы отправили флот в Караман на помощь Узун-Хасану. Этот флот, помимо прочего, должен был передать в Ак-Коюнлу огнестрельное оружие. С этим оружием их армия сравнялась бы по мощи с османской, которая уже активно использовала огнестрелы. Однако османский флот разбил венецианцев и пресек высадку их десанта, после чего все побережье Карамана было захвачено турками. Узун-Хасан также не преуспел. В битве при Отлукбеле османы наголову разгромили его армию, после чего Ак-Коюнлу больше не решалась атаковать османов. А в 1474 году Османскую империю посетил знаменитый путешественник Афанасий Никитин. Возвращаясь из своего хождения за три моря через земли Ак-Коюнлу, он посетил османский Трапезунд и после чего морем отправился в Крым. Мехмед, дабы отомстить за Раду Красивого, пошел войной на Молдову. Однако Стефан Великий наголову разгромил османскую армию в Васлуйской битве. Неудачи в Молдове были компенсированы в другом направлении. В 1475 году Мехмед отправил своего великого визиря Гедика Ахмед Пашу в морскую экспедицию в Крым. Адмирал захватил Енеевскую Каффу, современную Феодосию, то есть, и весь южный берег Крыма. Также было покорено готское княжество Феодора, после чего Ахмед Паша атаковал Крымское ханство. Ему удалось пленить хана Менглигерея, которого он отправил в Константинополь, где тот принес вассальную клятву султану. Продолжая экспедицию, Ахмед Паша захватил Анапу и Азов. В результате экспедиции весь южный берег Крыма
Азов и Таманский полуостров вошли непосредственно в состав Османской империи, а Крымское ханство стало ее вассалом. В 1476 году Мехмед совершил еще одну экспедицию в Молдову, на этот раз совместно с Крымским ханством. Стефан Великий, отступая, применял тактику выжженной земли и избегал решающего сражения. Туркам удалось навязать ему бой, и Стефан Великий стал платить дань туркам. Крымское ханство, которое в 1478 году из вассала превратилось в протекторат, стало для османов верным и надежным помощником. Крымский хан сопровождал султана во всех его войнах, предоставляя туркам свою 100-тысячную армию. Также через Крым османы бесперебойно снабжались славянскими женщинами. Сотни тысяч славянок ежегодно заполняли собой турецкие гаремы. Все турки до сих пор дюже любят блондинок. Однако из-за Крыма османы нажили себе врагов в лице России и Польши. В 1479 году османы окончательно покорили Албанию, захватили графство Кефалинии и Закинфа на Ионических островах и ряд других крепостей, после чего с Венецией был заключен мирный договор. Венецианцы обязались выплатить 100 тысяч дукатов единоразово и по 10 тысяч дукатов ежегодно платить в дальнейшем взамен на право торговать на османской земле. При Мехмеде Османская империя активно строилась и развивалась. Было сооружено более 500 архитектурных сооружений. Самыми значимыми были дворец Топкапы, который на долгие века стал резиденцией султанов, и мечеть Фатиха, одна из красивейших в мире. При этой мечети было открыто первое в Османской империи высшее учебное заведение – медресе Сахан-и-Симан. Последним подвигом Мехмеда стала морская экспедиция в Италию. Во главе флота был поставлен лучший османский адмирал Гедик Ахмед Паша, который в 1480 году захватил Отранто и ряд ближайших городов, чем безумно напугал папу римского, которого епископы еле отговорили бежать из Рима. Кастилия, которой в те годы принадлежала Южная Италия, в ответ на сие нападение атаковала Гранадский Эмират, последний оплот ислама в Иберии. Экспедиция в Италию продолжалась ровно год и закончилась после загадочной смерти Мехмеда II. Его 34-летний сын Баязид, уже порядком уставший сидеть в очереди на трон, отравил своего отца и стал 8-м султаном Османской империи.